Привет, друзья! Мы в Дагестане, на пути в горную его часть. Впереди нас ждет село Гуниб. Посмотрим, как живут люди в горных селах, и поймем, кто же такие дагестанцы. А дальше спустимся под землю и откроем для себя подземный водопад. В общем, будет много интересного. И вместе с каналом Весна Travel мы сделаем это. Присоединяйтесь! Дороги в горном Дагестане, конечно, похуже, но ехать можно. Ну и, конечно, куда здесь без коров? Они везде. Когда мама узнала, что мы собираемся в Дагестан, она за нас очень испугалась. «Это же опасно», — сказала она мне. Но мы понимали, что это Россия. Здесь такие же законы. И с русским языком тоже не будет проблем. При этом мы могли только догадываться, как местное население относится к русским. Столкнемся ли мы с агрессией или наоборот с гостеприимством. А посмотрев перед поездкой видео про Дагестан, мы поняли, что просто обязаны провести этот отпуск именно здесь. И, возможно, развеять все предрассудки. Мы путешествуем на Volkswagen Transporter T4. Эта машина нам дает полную автономность. Мы в ней живем, что дает значительную экономию в путешествии. Обзор нашего автодома вы можете посмотреть на нашем канале в третьей части этой поездки, когда мы были в Астраханской области. Наша дорога лежит в село Гуниб. Расстояние от Махачкалы 150 километров. Село расположено на высоте 1,5 километра над уровнем моря, и это самое солнечное место по всей Европе. Говорят, что ясных дней в году тут более 300, и очень целебный воздух. Давайте мы это проверим. Здесь невозможно не снимать дорогу. За каждым поворотом кажется, что природа становится еще более красивой, а сочетание гор и изумрудных рек – это вообще улет. Чтобы попасть в Гуниб, нужно проехать мимо Гунибской ГЭС. Она находится на речке Карайкос. Виды, конечно, завораживают. И контраст этому придают множество туннелей. Осмотр достопримечательностей Гуниба мы начали с верхней точки – беседки Шамиля. Давайте разберемся, кто же это такой имам Шамиль. Родился он в аварской семье в селе Гимры примерно в 1797 году, а славу ему принесла Кавказская война. Впереди ворота Шамиля и стена Гунибской крепости. Представляете, теперь ее часть, примыкающая к воротам, разрушена. Это случилось этой осенью, после того, как мы тут побывали.
Какие ж виды открываются отсюда? Лепота. А дышится действительно чудесный воздух. И еще пахнет свободой. Давайте вернемся к Шамилю. Во время Кавказской войны ему удалось объединить практически всех горцев Чечни и Дагестана. Шамиль ставил своей задачей создание государства на принципах шариата. Под его руководством был отменен обычай кровной мести. Шамиль оставил нетронутой традиционную общину, которая и стала социальной опорой его государства. Однако эти реформы во многих местах не принимались горцами, так как шли вразрез их традиционным жизненным укладом. Шамилю удалось почти 25 лет сопротивляться Российской империи. В конце против него восстали сами чеченцы, уставшие от войн и недовольные его политикой. И при Асайбе-Гуниба он сдался в плен на почетных условиях. Став пленником, Шамиль не сомневался, что его рано или поздно убьют. Но его не только не убили, но и предоставили дом в Калуге. А 26 августа 1866 года он вместе со своими сыновьями принял торжественную присягу и через 3 года получил дворянство. Последний взгляд с высоты птичьего полета. И давайте проедем по улочкам Гуниба. Улочки узкие, много поворотов, машинам трудно разъехаться. Тут же ходят и пешеходы, наверное, часто бегают дети. Здесь нужно быть очень осторожным. Ну вот, мы спустились на центральную площадь. Сейчас остановимся и где-нибудь пообедаем. После обеда мы направились в зал посмотреть, что собой представляет подземный водопад. Чтобы добраться до водопада, нужно пройти примерно полкилометра от автостоянки по Салтинской теснине. Сначала нужно идти вдоль труб, по которым течет питьевая вода для села, которая набирается тут же. Наверное, поэтому купаться здесь запрещено. А может, по другой причине, не знаю.
Даже сама дорога по ущелью стоит того, чтобы здесь побывать. Водопад образует речка Салкинка, которая стекает с гор, а потом проваливается в ущелье. Весной и в начале лета, когда Салкинка многоводна, ущелье затоплено водой. Поэтому в это время нужна соответствующая обувь. Сейчас сухо, и мы спокойно прошли в кроссовках. На подходе к водопаду попадаешь в небольшую пещеру. Нужно забраться по валунам и пройти по узкой тропинке вдоль скалы. В помощь к скале прикреплены цепи, за которые можно держаться, но все равно нужно быть очень внимательными и осторожными. Камни могут быть скользкими. А вот и он. Подземный водопад. Говорят, когда Салкинка многоводна, то можно увидеть радугу. С радугой нам, конечно, не повезло, но преломление лучей солнца не оставило нас равнодушными. Дорога обратно. Хочется, чтобы она не кончалась. Можно представить, что ты в сказке, и за поворотом откроется сокровищница Али-Бабы. А нет, выход. Вот еще один сказочный день подходит к концу. И мы опять в восторге от увиденного и в очередной раз убеждены,
в радушии местных жителей, а их национальные блюда мне даже очень по душе. Но мы едем дальше. Еще не видели водопад Табот, но это в следующей части нашего путешествия по Кавказу. Друзья, спасибо за просмотр. Пишите свои комментарии к видео. Нам это очень важно. А пока, пока-пока.